Всем привет и добро пожаловать во вторую часть обзора скального района в Крыму, который называется Бахчисарай. Сегодня мы с вами полазаем на секторе Гаспринский. Уникальность этого сектора состоит в том, что он находится в середине города и в нем есть категории как пятерки, так и восьмерки А. В левой части совсем недавно пробили новую 5С, также там есть 6А, 6Б, затем идут семерки и в середине сектора сильное нависание, по которому проходят семерки С+, восьмерки А+. Далее, чуть правее, находится много шестерок А+, и шестерки С. Трасса Бордовый Гигант была достаточно непопулярная до недавнего времени, а все из-за того, что не было понятно, как ее лезть. Мизерки, по которым сейчас я полезу справа, они не были почищены, и была только одна хорошая цепка, левее оттяжки, и через нее было очень трудно лезть в эту трассу. Но совсем недавно маршрут почистили, и справа появились достаточно неплохие мизерки под 1/3, 1/2 фаланги, по которым можно пролезть. Трасса состоит из двух частей. Первая часть — это первые 5 оттяжек, достаточно тяжелый болдеринг 7А+, который обычно встречается на категориях 8А+, 8Б, но затем идет очень простое лазание по хорошим зацепкам, по сильному нависанию, и именно из-за того, что начало очень сложное, а верх достаточно простой, дали категорию 7C+. Но, на мой взгляд, в Бахчисарае достаточно большое количество трасс, у которых категория стоит 8А, и по трудности они очень похожи. Сейчас я беру левой рукой достаточно плохую откидку подхват. Она нужна для того, чтобы слегка придержать и поменять ноги, поставить их повыше. И после этого правой рукой достаточно хорошая зацепка, с которой нужно прыгнуть на первую ручку на этой трассе. Она очень глубокая, очень хорошая. Плюс там есть ноги, на которых можно довольно неплохо расположиться. Но не стоит стоять долго на этой ручке, потому что дальше идет нависание, и на этом нависании очень много хороших зацепок. И чем быстрее вы залезете на нависание, тем быстрее вы восстановитесь. Из-за того, что трасса стала совсем недавно популярной, и из-за текстуры скалы, здесь достаточно грязно, поэтому, если вы хотите нарабатывать эту трассу, то я рекомендую вам первый раз пролезть щеткой и почистить все зацепки. Именно так я и сделал. Первую часть трассы, первые 5 оттяжек я хорошо почистил, и после этого стало лезть намного комфортнее и приятнее, потому что до этого на зацепках было очень много мелкого песка, и к этому надо привыкнуть. Наверное, он не так сильно мешает, как мне показалось, но я привык лазать по более-менее чистым зацепкам, и когда я беру зацепку и рука начинает съезжать, я начинаю перегружать зацепку. Поэтому на первой попытке я потратил немного времени, чтобы почистить первую часть трассы, и потом уже полез целиком. Следующее видео будет с трассой Зыбучие пески, она находится чуть левее. И там еще более ярко выражена проблема с наличием песка на зацепках. Там даже зацепки некоторые подцементировали, то есть поверх зацепки нанесли слой цемента, чтобы не так много песка было на зацепках. И я считаю, что это достаточно правильно. Так зацепка будет медленнее стачиваться и навряд ли отломается. А тем временем я все еще лезу по трассе. Зацепки почти все замагнежены, их достаточно много. То есть не стоит выбирать какую-то конкретную зацепку, какой-то конкретный расклад. Если у вас есть небольшой запас силы, то вы можете лезть прямо по всем зацепкам. Но после того, как трасса выполаживается, если это трасса для вас проект, то стоит сделать разметку, то есть взять магнезию и отметить зацепки, которые вы планируете брать. Потому что зацепок там становится чуть поменьше, и они чуть более грязные. Сверху попадает еще грунт, помимо песка, и некоторые зацепки сильно пассивные. А когда на пассивы попадает песок и грязь, это не лучшее сочетание, по которому хочется лазать. Что-то я подзабыл, что сделать надо.
Когда лез, заметил еще одну интересную особенность. Щелкивался постоянно над головой и старался как можно выше щелкнуться. А все потому, что зацепки кажутся ненадежными. И такое ощущение, что вот-вот сейчас зацепка сломается, я упаду и хочется щелкнуться заранее. Это очень странная особенность. Обычно у меня такого не бывает. Я щелкиваюсь на уровне пояса или даже ниже. А здесь всегда хотелось щелкиваться с запасом. Вообще, всего на Гадспринского 2 восьмерки, и трассу, которую сейчас лезу, она вроде как 70+, но по моим ощущениям 8, поэтому я ее считаю за 3-ю восьмерку. И вот, на видео не попала одна из восьмерок, это Dungeon Dragons, она единственная 8+, считается самой тяжелой, потому что я ее лазал летом, было плюс 35 градусов, и лазал в первой половине дня в 12:30-12:40, потому что самолет был вечером, решил успеть полазать, и не пожалел, залез ее со второй попытки. Начало показалось мне очень тяжелым, а все из-за того, что здесь очень интересная особенность скал. Иногда водяной пласт выходит поближе к скалам, и скалы начинают намокать изнутри. И несмотря на жару, зацепки внутри были очень мокрыми. И на первой попытке я даже не верил, что у меня получится залезть. По ощущениям, это была самая сложная восьмерка, которую когда-либо лазал в жизни. Слишком много зацепок здесь хороших. Непонятно. Ага. Зыбучие пески очень интересная трасса, очень болдеринговая до нависания. Даже на подладе уже начинаешь немного напрягаться, и после того, как щелкиваешь вторую оттяжку, начинается нормальное такое пацанское лазание по плохим зацепкам, далеким перехватам, и как ее лезут девушки, мне трудно представить. Там есть достаточное количество дополнительных зацепок, которые можно использовать и дохватываться, но они настолько маленькие и плохие, что у меня либо не помещаются пальцы, либо их не могу держать. Левой рукой сейчас беру достаточно плохую зацепку, с которой не получится щелкнуться. Ее же можно взять в подхват, она держит намного лучше, но здесь уже проблема в том, что нет достаточно хороших ног. Хочется уже встряхнуться правой рукой, но не получается, она постоянно под нагрузкой. Левой рукой придерживаю маленькую зацепку, она достаточно хорошая. Сейчас я левой рукой взял плохую зацепку. Она нужна для того, чтобы чуть-чуть поднять ногу повыше и дохватиться до следующей зацепки, не очень хорошая. Правой рукой активничек под 5/6 фаланги, и слева неплохая зацепка, на которых можно немного встряхнуться и отдохнуть. Оттяжку с этих зацепок щелкнуть не получается, поэтому я щелкиваю с левой руки оттяжку, там дырка под один палец, одну фалангу. Дальше беру правой рукой дырку под пол фаланги, и здесь нужно закрестить левой рукой на откидку и перекинуть ногу направо. На этом самая трудная часть трассы заканчивается, но если у вас недостаточно сил, вы на этом куске сильно устанете. И дальше еще один небольшой ключик, надо взять левой рукой в крест и правой рукой дотянуться до ручки. Оттяжек все еще нет. На этой ручке можно немного отдохнуть, помагнититься и сделать следующее далекое движение, которое мне делать, честно говоря, дискомфортно, потому что именно на этом отрезке у меня было постоянное ощущение, что сейчас либо отломается нога, либо рука, и я упаду, и надо будет лезть заново. Поэтому я максимально стараюсь распределять вес. К тому же на первой попытке я отломал несколько ног, поэтому доверять ногам еще труднее. Руками зажимаю зацепки, чтобы не отпускать одну руку, чтобы, если отломается зацепка, удержаться на другой руке. Сейчас я нахожусь на белой части скалы. Она имеет такой цвет, потому что это почти настоящий песок. То есть, если взять щетку и начать чистить, то этот песок не закончится. Вы просто протрете большую зацепку. Поэтому несколько лет назад эти зацепки сверху зацементировали, и теперь не так чувствуется этот песок. То
То есть, если браться там, где нет цемента, будет ощущение, как будто вы находитесь в песочнице. Но если взяться там, где цемент, то зацепка достаточно хорошая, несмотря на то, что там будет песок. Поэтому на предыдущей попытке я счистил весь песок с цемента и старался браться именно там, где он есть. Но тут появляется вторая проблема. Когда ты лезешь, ты не видишь, где именно замагнежено, не видишь, где именно находится этот цемент. Поэтому я пару раз промазал, и пришлось очищать руку о штанину, потому что песок достаточно плотный и он остается на руке. Необходимо провести рукой по штанине, чтобы очистить полностью руку от песка, и уже дальше можно лезть. Руки забились. Не сильно, но неприятное ощущение. Нет этой легкости. Уже несколько лет нет этой легкости. Как перестал особо много тренироваться. Все страдания компенсируются тем, что зацепки очень хорошие. И сверху долаз, про который буду говорить, что там мизерок. На самом деле на первой попытке я много зацепок перебирал и подзабился. И он мне показался острым и плохим. Но когда я лез на пролаз, он мне по ощущениям был намного лучше. Очень хорошей зацепкой, и можно было даже повесить на одной руке на ней. Если вы еще не поняли, почему трасса называется «Зыбучие пески», все потому, что здесь все зацепки песчаные, они все сыпятся безумно. Это последний ключик, и дальше до нас уже. Но не хочется падать, может закат. Лучше отдохнуть запасом. Особенно там правая рука, нужно будет зажать активничек. А у меня, собственно, правая рука забилась. Ладно, погнали, чё. Сколько можно отдыхать? Кстати, вот здесь отдыхать намного лучше, чем в предыдущем месте. Здесь более вертикальная плоскость, и зацепки в целом такие же. Не лучше, не хуже. Ну что, зажму мизерок или нет? Зажал. Вот этот мизерок, он такой острый. Я бы использовал термин неожиданно острый. А здесь странно. Последняя тяжка подо мной. И следующая оттяжка — это топ. На топе висит моя оттяжка. Поэтому сразу буду щелкиваться в кольцо. Вот, но если кому-то не нравится такой финиш, можно сделать вот так вот. Поднять левую руку вот сюда и вот сюда. Здесь две офигенные зацепки, на которых вы можете отдохнуть. Вообще кайф. И вид отсюда. Кайф. Одна из самых длинных трасс в секторе. Ну и, соответственно, вид с нее вот лезешь и кайфуешь. Потому что ты видишь вот эту всю красоту. Вот эту всю красоту. Потрясающий вид. Все, держи. Довольно пассивное начало в этой трассе, но все на ногах. Поймал.
Очень скользко. Хотя можно сидеть стоять без рук. Не упал на себя, но упал почти на 6. Здесь плохие пассивы. Вот справа более-менее хорошая ручка. Ноги надо задрать высоко. И на трицепсе выдавиться на хорошую ручку. Первое отличное место, где можно постоять, отдохнуть. Очень хорошие ноги. Можно встать, лечь на стенку, опустить руки вниз и так отдохнуть. Хорошее упражнение для тренировки баланса. Справа ручечка, слева ручечка. Еще все хорошее здесь. И скоро мы подлезем к ключу. Возможно, вам интересно, почему именно эту трассу я добавил среди восьмерок. На самом деле все просто. Эту трассу я постоянно лазаю вместе с учениками, которых увожу в Крым на сборы тренировочные. И каждый раз с этой трассой, когда сталкиваются участники сборов, у них есть проблемы, им тяжело залезть в эту трассу. При этом мне самому не очень просто ее залезть. У нее очень много неочевидных движений, мало зацепок замагнеженных, все держит или все не держит, непонятно. Здесь нужно очень хорошо располагаться. Именно поэтому я решил добавить эту трассу в видео, чтобы потом показывать ученикам, как правильно ее лезть. Здесь бы по-хорошему щеткой бы пролезть, все почистить. И трасса, наверное, на категорию проще станет. Сегодня я попробую пролезть через лево. В прошлый раз лазал через право. Да, но в основном все облазывают через право. Ну, можно и напрямик, как вы видите. Опять на трицепс выдавливаешься. И здесь можно опять посидеть, отдохнуть. Это был небольшой обзор сектора Гаспринский, который находится в районе Бахчисарай, Крым. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь, пишите комментарии и не забывайте про мой Patreon канал, на котором я публикую планы ОФП, СФП, ЛФК и растяжки. Каждый месяц новый план. Пока!